Новость о смерти Олега Винника вчера потрясла многих его поклонников. Жизнь артиста была наполнена яркими моментами и впечатлениями. Олег Винник был очень талантливым и популярным певцом. Его музыкальная карьера началась в 1990-х годах, и за это время он записал множество хитов, которые до сих пор любят и слушают миллионы людей. Он был не только талантливым певцом, но и автором песен, продюсером и актером. Родившись в небольшом украинском селе Вербовка на Черкащине, Олег Винник прошел долгий путь, чтобы стать известным эстрадным певцом. Он окончил Каневское училище культуры, и его вокальный талант не остался незамеченным. Став ведущим солистом Черкасского народного хора, Олег получил возможность путешествовать по миру и выступать перед тысячами зрителей. Однако жизнь Олега Винника не была без потерь. Его отец, который никогда не видел сына на сцене, скончался от инфаркта по дороге на концерт сына. Олег пришел в больницу с букетом цветов, но было уже поздно. Но несмотря на все трудности, Олег Винник продолжал двигаться вперед. Важную роль в его жизни сыграла поездка в немецкий город Ферзан, где он выступал с Черкасским народным хором. Это событие открыло ему двери в мир музыки и стало отправной точкой его карьеры. Под псевдонимом Олег Винник начал блистать на музыкальных сценах и в мюзиклах при содействии крупного украинского бизнесмена Александра Горбатенко. Сольная карьера Олега Винника началась в 2009 году. Он выпустил свой первый альбом и снял несколько клипов. Через 3 года он отправился в первый всеукраинский тур, который сделал его знаменитым и популярным артистом. Зрители готовы были выложить по $100 за билет на его концерты. Интересно, что Олег Винник старательно скрывал свою личную жизнь и не раскрывал подробностей для поклонников. Но вскоре стало известно, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватке. Сейчас она также поет на концертах под сценическим псевдонимом Таюни. У супругов есть сын, который родился еще во время их проживания в немецком Штутгарте. Но несмотря на успешную карьеру, Винник не избежал трудностей и потерь. Его отец умер несколько лет назад от инфаркта, когда ехал на концерт своего любимого сына, чтобы увидеть его впервые на сцене. Этот момент стал для Олега источником глубокой скорби, и он всегда с сожалением вспоминал своего отца. Но помимо трагических моментов, у него было много светлых воспоминаний. Он всегда любил свой родной город и часто возвращался в Вербовку, где его мать до сих пор живет. Еще в юности Олег был увлечен футболом и играл в местной команде. Также у певца была любовь к животным, и он всегда помогал бездомным собакам и кошкам. Однажды он даже привез домой большую черепаху, которую нашел на улице, и ухаживал за ней до конца ее дней. К сожалению, Олег Винник ушел из жизни, но его наследие останется с нами навсегда. Его песни продолжают звучать на радио, его фильмы показывают по телевизору, и его талант и дух живут в сердцах многих поклонников. Олег Винник оставил неизгладимый след в музыкальной истории, и его творчество будет помниться еще долгие годы.